Сидор и Мария Лисовые, покинувшие родное Подолье в 1921 году, решились на отчаянный шаг – пересечь океан и начать новую жизнь в Аргентине. В своем письме к брату, датированном 1922 году, Сидор делится своими мыслями и переживаниями. Мы уехали, потому что не могли больше жить под властью большевиков. Война унесла жизнь нашего старшего сына, а нас лишили всего имущества. Нам оставалось лишь одно – спасать оставшихся детей и самим искать лучшую долю. Когда мы услышали, что в Аргентине дают работу и есть возможность заработать, мы ухватились за этот шанс, как за соломинку. Мы продали последние вещи, чтобы купить билеты на корабль. Мы знали, что возвращения не будет, но оставаться означало умереть. Семья Лисовых прошла через тяжелейшие путешествия. Мария вспоминает в своем дневнике. Корабль был переполнен, мы ехали как в скотнике, в трюме, и часто не было достаточно еды. Дети плакали от голода и усталости, а я не знала, чем их утешить. Сидор старался быть сильным, но я видела, как он мучается от бессонницы, вглядываясь в темноту океана. У нас не было выбора, мы знали, что позади нас только боль и страх. Когда мы увидели берег Аргентины, я почувствовала облегчение и страх одновременно. Мы прибыли, но теперь нам нужно было начать с нуля, в стране, где мы никого не знали. После прибытия в Аргентину Лисовы столкнулись с множеством трудностей. Сидор продолжает в своем письме. Первые дни здесь были трудными. Мы не знали языка, не знали никого, и каждый шаг казался непродолимым. Но мы встретили добрых людей из нашей общины, которые помогли нам обустроиться. Я нашел работу на строительстве железной дороги, а Мария начала работать в прачечной. Мы снимали маленькую комнату, где все мы спали на полу. Дети болели, и мы не могли позволить себе врача. Но несмотря на все это, мы чувствовали, что можем дышать свободно, что наша жизнь теперь в наших руках. С течением времени адаптация стала немного легче. Мария записала в своем дневнике. Прошло уже полгода, как мы здесь. Я учусь говорить по-испански. Мы познакомились с другими украинскими семьями. И теперь мы вместе собираемся по воскресеньям. Поем наши песни, делимся новостями. Это помогает не чувствовать себя такими одинокими. Сидор находит все больше работы. И мы наконец-то можем купить мясо и хлеб для детей. Иногда я по-прежнему просыпаюсь ночью в холодном поту, думая о доме, о наших потерях, но потом смотрю на наших детей и понимаю, что мы сделали правильный выбор. Здесь мы хотя бы можем жить, а не просто выживать. Спустя год после переезда Сидор пишет брату. Сейчас, глядя на все испытания, которые мы прошли, я понимаю, что наш выбор был правильным. Мы стали сильнее, наши дети учатся в школе, и я знаю, что у нас есть будущее. Я больше не боюсь за свою семью. Да, здесь нам тяжело, но мы начинаем привыкать, и это дает нам надежду. Мы встретили здесь других украинцев, которые тоже прошли через трудности, но теперь вместе мы строим нашу новую жизнь. Пусть это и не родная земля, но здесь у нас хотя бы есть шанс на лучшее.